Добрый день! Сегодня я покажу вам, как можно сшить красивый, теплый и удобный платок на шею. Для этого нам потребуется два отреза трикотажной ткани высотой 50-75 см, а длиной 80-100 см. Размеры зависят от того, какой вы хотите платок, побольше или поменьше. Трикотажную ткань можете брать любую, тонкий трикотаж, толстый, даже ангору. А после каждый отрез складываем пополам. Сейчас я вам все детально покажу. Вот смотрите, моя заготовка платка, сложенная пополам. Соответственно, сверху у меня 40-50 сантиметров должно получиться, а высота такая же 50-75. Эту высоту мы делим пополам и ставим меточку. Для своего платка я буду использовать трикотаж Сандра. После чего эту меточку соединяем с углом и получившийся малый треугольник отрезаем. Обратите внимание на мои дальнейшие действия. Вот так вот, соединяя малый треугольник с основной частью, у нас получается длинный платок. Такой подход к раскрою позволяет нам экономно расходовать наш материал, и при этом длина платка может получиться намного больше, чем ширина трикотажного полотна. Теперь получившиеся уголки платка необходимо пришить. Шить я буду на оверлоке широким четырехниточным оверлочным швом, игла для трикотажа номер 80. Вот посмотрите, мы с вами приготовили одну сторону платка. Теперь таким же образом подготавливаем вторую сторону платка. В моем случае они одинаковые, но это абсолютно не обязательно. Можно сделать из контрастного трикотажа или из какого-нибудь компаньона. Так даже будет смотреться намного лучше. И на второй стороне во шве мы оставляем небольшое отверстие для выворачивания. Теперь складываем обе стороны платка друг с другом лицевыми сторонами и будем сшивать прямо по контуру. В один из уголков платка вовнутрь мы вкладываем петельку. Свою петельку я сделала из обычного коричневого шнурка. Вот посмотрите, мы сшили наш платок по контуру. Теперь через оставленное отверстие мы наш платок выворачиваем. При этом все уголочки распрямляем.
После того, как мы вывернули платок, оставленное нами отверстие необходимо зашить. Зашиваем вручную. На противоположный от петли угол пришиваем пуговичку. Пуговичку лучше взять контрастную, чтобы она выделялась и ярко смотрелась. Это будет намного привлекательнее. И наш теплый платок готов. Обращаю ваше внимание, что пуговицу вы можете пришить в любое удобное для вас место. То же самое касается и петли. На одну сторону, на вторую или на кончик платка. И это все по вашему желанию. Я сделала так, как больше всего нравится мне. И посмотрите, как легко и просто у нас получился такой вот симпатичный, теплый, а главное удобный платок. В нем вы точно не застудите свою шею. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.